Привет всем, с вами гид Павел Перец. Мы находимся с вами на территории Петропавловской крепости, где начинался наш город, и где мы, в свою очередь, хотим начать проект «Этажи Петербурга. Город растет», в рамках которого мы сделаем серию видеоэкскурсий по этажам – подземным и заоблачным, историческим и никому неведомым. И мы сможем посмотреть на нашу северную столицу под новым углом зрения с головокружительной высоты Лахта-центра. Сейчас мы в Музее истории Петербурга, центром которого является Петропавловская крепость. И здесь, на примере экспонатов музея, мы расскажем вам о том, как развивался город. Знаменская площадь. Знаменский собор, по имени которого, собственно, площадь и была названа. На его месте сейчас находится павильон станции метро Площадь Восстания. Вокруг мы можем наблюдать те самые доходные дома, как они выглядели снаружи, а как они выглядели внутри, мы сейчас с вами увидим. В большинстве доходных домов того времени отсутствовали лифты, поэтому ценообразование по этажам было обратно пропорционально современности. Если сейчас чем выше, как правило, тем дороже, потому что видовые квартиры, все такое, то раньше было все наоборот. Чем выше, тем дешевле, поскольку было сложно подниматься своими ноженьками на самый верх. Поэтому мансарды, как правило, отдавали студентам, небогатым чиновникам и так далее. Затем уже все распределялось по стратам общества. Здесь мы можем видеть, что уже есть у нас то, что называется по-современному унитаз. Это была такая фирма, на самом деле, в честь которой это замечательное изобретение было названо. Здесь мы можем видеть ванную с печкой, где нагревалась вода. Никакого центрального отопления не существовало, и она, естественно, грелась дровами. И тут уже у нас находятся более богатые апартаменты, типичные для того времени. И здесь мы можем с вами увидеть как раз ту самую черную дверь, ведущую на черную лестницу, через которую заходила прислуга, полотеры, зеленщики, мясники. И это как раз обоснование того, почему у нас в Петербурге есть понятие парадный подъезд и черный подъезд. В полуподвальных помещениях на первых этажах очень часто были различные производства, сапожники или вот как здесь, например, швейная мастерская. Магазины так называемого готового платья только появлялись, и в основном всю одежду шили на заказ. Женская одежда стоила адски дорого, и как она выглядела, мы с вами сейчас увидим. Прежде чем сшить платье, вам нужно определиться с материалом. Для этого вам нужно его выбрать, естественно, вот по таким вот образцам. Образцы менялись, вот тут написано сезон такой-то, менялись они в зависимости от моды. Когда вы определились с материалом, вы обращаетесь к модистке или к белошвейке. Можно сказать, iPhone того времени – это швейная машинка Зингер. У нас в Петербурге есть Дом книги. Это, как бы мы сейчас сказали, бизнес-центр того времени. Компания Зингер построила его по проекту Павла Юльевича Сюзора. И она одной из первых ввела систему кредитования, когда вы могли взять товар и заплатить за него позже. Поэтому в городе появилась пословица от Зингера «бегать». Ну а сами платья, конечно, если мы посмотрим, они были характерны большим количеством отделки, из-за чего, соответственно, они стоили таких денег, что далеко не всем были по карману. Женские наряды были серьезной проблемой для общественного транспорта. Во-первых, в таких пышных платьях было очень сложно забираться на второй этаж конки. Он назывался «Империал». Поэтому дамам туда не рекомендовалось подниматься. Но еще они носили огромные шляпы. Чтобы эти огромные шляпы не падали с головы, их крепили к прическе специальными шляпными булавками. Вот такими вот. И эти шляпные булавки реально могли выколоть кому-то глаз. Поэтому городская дума
приняла официальный закон, согласно которому дамы в таких шляпках ни в конку, ни в трамвай не допускались. Но мы же говорим сейчас про конку. У общества конножелезных дорог был заключен, как мы сейчас сказали, эксклюзивный контракт с городом, согласно которому только это общество имело право заниматься пассажироперевозками. И поэтому, когда появился трамвай, выяснилось, что ему просто негде ходить. И единственная территория, на которую не распространялся этот закон, была Нева. Поэтому впервые трамвай прошел по льду. Были проложены рельсы, были установлены столбы. За все время эксплуатации не было ни одной аварии. И основная линия ходила как раз-таки от Зимнего дворца. И, кстати, если мы посмотрим, то мы увидим, что здесь Зимний дворец совершенно не того цвета, к которому мы привыкли. Вот таким суриком его покрасили перед революцией. Почему? Я, скажу честно, не знаю. И у кого я не спрашивал, тоже никто не знает. Это была прихоть нашей царственной особы. И, собственно, об этом мы с вами поговорим как раз-таки на той самой Дворцовой площади. Высотной доминантой Дворцовой площади является Александровская колонна, которая до сих пор у нас самый высокий монумент в мире, сделанный из цельного куска гранита. И как она была поставлена, мы можем наблюдать на примере вот этого макета. Эта конструкция была разработана Бетанкуром и адаптирована потом архитектором Монферрана. Собственно, Монферран был протеже Бетанкура. С помощью таких специальных пеньковых канатов, обернутых войлоком у основания, она была возведена с помощью солдат и матросов, которые крутили вот эти вот вороты. И все это произошло на глазах специально приглашенной публики, дипломатического корпуса, и русский царь на их глазах в грязь лицом не ударил. Это было самое настоящее шоу. Это был финал чемпионата мира по футболу. Это был фестиваль в Каннах. Это был Оскар того времени. И здесь мы можем видеть памятник ему, который и ныне стоит на Исаакиевской площади. Это проект скульптора Клотта. Инновационный памятник, потому что лошадь на двух ногах, в отличие, скажем, от медного всадника, который на трех опорах. Ну а вокруг постамента аллегорические фигуры, где мы можем наблюдать трех его дочерей, Марию, Ольгу и Александру, и его супругу. На этом все. С вами был гид Павел Перец. Следите за нашими перемещениями по этажам, за теми гостями, которые будут участвовать в наших выпусках. Подписывайтесь. Увидимся. Пока.